Если вы уже запутались, выбирая очередного убийцу Blue Yeti или новый топ за свои деньги, и поэтому до сих пор так и не купили себе хороший микрофон, то знайте, вам очень даже повезло, потому что у вас есть шанс купить себе Fifine K678, который, по моему скромному мнению, выдает лучший звук среди всех моделей Fifine. Да и в целом один из лучших среди всех известных мне USB микрофонов. И заставка, а потом так. И ништяк. В сегодняшнем обзоре я покажу вам не новенькую версию данной модели, а бэушную. То есть этот микрофон уже проработал больше года у предыдущего владельца. И как вы можете слышать, качество звука по-прежнему на высоте. Так что мифы о том, что электретные капсули быстро выходят из строя, остаются мифами. В этой модели установлен почти такой же 14-мм капсуль, как и у Blue Yeti. При этом габариты корпуса Fifine меньше и цена значительно ниже. Хоть данный микрофон чем-то и напоминает Blue Yeti, но я бы не сказал, что они сильно похожи. Во-первых, у Fifine очень классные прорезиненные ножки, благодаря которым микрофон очень плотно прилегает к столу, и переместить его без усилий у вас не получится. И Blue Yeti так не умеет. Во-вторых, у данной модели нет опции переключения типов направленности, но зато вы можете менять уровень громкости микрофона и уровень громкости вывода звука на наушники. То есть, по сути, микрофон избавился от малополезных опций Blue и оставил только необходимые, среди которых есть крайне полезная кнопка Mute на лицевой стороне микрофона, которой так часто не хватает во многих других моделях USB микрофонов. Но некоторые сходства с Blue Yeti очевидны, такие как крепление микрофона к стойке. И здесь радует, что разработчики решили использовать версию креплений Blue Yeti Nano, потому что крепление классического Blue Yeti с выпадающими шайбами было просто ужасным. Здесь же претензий к креплению нет абсолютно никаких. Оно простое, понятное и надежное. Но, к сожалению, есть и ложка дегтя. Мини-USB порт. Ладно бы это был Type-B или micro-USB, но нет, они решили взять самое худшее, что было у Blue Yeti. Этот порт прилегает неплотно, он шатается и кабель легко можно вынуть. Как по мне, формат мини-USB — это то, что нужно оставить на задворках истории, выкинуть и никогда об этом не вспоминать. Но нет, некоторые разработчики почему-то по-прежнему пихают его в свои современные устройства. Зато есть и плюсы. У микрофона есть гнездо мониторинга, в которое можно подключать наушники. Данная опция позволяет вам делать две вещи. Во-первых, можно выводить полностью весь звук с компьютера через звуковую карту микрофона. Во-вторых, если вы диктор либо музыкальный исполнитель, вы можете слушать свой голос в реальном времени. Лично я этой опцией практически никогда не пользуюсь, но для музыкантов она точно будет полезной. В целом, к качеству сборки микрофона претензий нет. Он отличный, крепкий, тяжелый, нигде ничего не проминается и не люфтит. Но все-таки один недостаток я нашел, и он связан с креплением микрофона к стойке. Дело в том, что у нового микрофона в комплекте есть специальный переходник, и если вы его потеряете, то ни один другой переходник вам не подойдет, вы его просто не сможете вкрутить в микрофон. Кроме того, родное крепление узкое, чтобы у вас был доступ к USB-порту. Я у себя в хозяйстве ничего подобного не нашел, поэтому напечатал себе такой переходник на 3D принтере. Штука получилась не самая надежная, но рабочая. Кстати, в комплекте кроме переходника идет еще и вот такой вот 2-метровый USB кабель. Кабель Type-A-mini-USB, и с обеих сторон у него есть по ферритовому фильтру. Провода у Fifine брендовые, с металлическими концевиками и достаточно хорошего качества. Больше сказать о них нечего. Здесь можете оставить комментарий про то, как я неправильно надеваю перчатки. А сам микрофон разбирается достаточно просто, так как весь его корпус держит всего-навсего один винт, но предварительно нужно снять микрофон со стойки. Выкручивается винт крестообразной отверткой Phillips. Затем снимаем регулятор из потенциометров, и делать это можно голыми руками. После чего корпус легко разбирается на две половины. Здесь я обращаю ваше внимание на толщину металла – 2,5 мм. Это очень много. Fifine на металл не скупились, и именно нижняя часть корпуса является основной массой микрофона. Короче говоря, Борис Бритва бы одобрил. Плата и компоненты микрофона пропаяны аккуратно и качественно. А для того, чтобы добраться до капсуля, нужно открутить еще 4 винта. То есть разборка микрофона предельно простая, и к конструкции претензий нет. Под двойной сеткой верхней части микрофона можно видеть поролон, который отлично выполняет функцию поп-фильтра. Например, сейчас я записываю свой голос в этот микрофон без поп-фильтра, и как вы можете слышать, все работает предельно хорошо. Капсуль у микрофона стандартный, маленький, электретный. Подобные капсули стоят во многих популярных USB микрофонах. Вот
Вот только заявленных 16 мм, указанных на коробке, у капсуля нет. Видимо, маркетологи мерили этот размер вместе с фиксирующим кольцом. И многие об этом не знают, но электретный капсуль является разновидностью конденсаторного микрофона, но немногие производители об этом пишут, потому что у электретного капсуля на фоне конденсаторного есть свои недостатки. И чтобы понять, какой именно капсуль стоит внутри USB микрофона, достаточно просто зайти на e-каталог и включить соответствующий фильтр. И я уверен, многие из вас удивятся, когда узнают, что все HyperX и Blue и Razer электретные. Что и неудивительно, ведь данному капсулю не нужно фантомное питание. А значит, и на схеме можно сэкономить. Тем более, что современные электретные капсули способны выдавать достаточно хорошее качество звука. И нередко такой тип капсули используется даже в XLR микрофонах от именитых производителей. И, кстати, 99% USB микрофонов на рынке электретные, в том числе Blue Yeti. Тем не менее, микрофон собран солидно, компоненты выглядят надежно. А разобрать эту модель сможет абсолютно любой, ничего сложного в этом нет. Отдельное внимание хочу обратить на колпачки потенциометров, у которых есть направляющие. То есть даже при большом желании неправильно их одеть просто невозможно. Если вы все сделаете правильно, то на микрофоне вовсе не останется никаких следов разборки. А значит, вы без труда можете его отремонтировать в случае поломки, либо модифицировать, заменив в нем капсуль. Кстати, если вам это интересно, у меня на канале есть отдельный гайд о том, как менять капсуль в USB микрофоне. Подключается данный микрофон в простой USB-порт. Никакая звуковая карта ему не нужна. В системе Windows у вас появится новое устройство воспроизведения по умолчанию. Поменяйте его обратно, если не хотите, чтобы весь звук в системе шел через микрофон. После чего перейдите в параметры звука, где выберите панель управления звуком. Здесь на вкладке воспроизведения нам будет доступно устройство динамиков Fifine. И обилие его настроек, а также качество дискретизации вы можете видеть у себя на экране. Но лично я предпочитаю не пользоваться выводом звука с компьютера через микрофон. Поэтому меня больше интересует вкладка «Запись», на которой тоже есть устройство Fifine K678. Уровень громкости я рекомендую поднять до 85%. На вкладке «Дополнительно» выберите два канала 16 бит 48 тысяч Гц. Именно с этими настройками я и буду проводить дальнейшие тесты. Обратите внимание, что у данной модели нет возможности записывать звук в 24 бита. Но, как правило, и у слушателя нет возможности услышать разницу между 16 битами и 24. Поэтому особо переживать по этому поводу не стоит, ведь у старичка Blue Yeti и у Rode NT-USB тоже всего 16 бит, а звучит он при этом достаточно круто. Итак, сейчас вы слышите звук этого микрофона без какой-либо постобработки, кроме, возможно, Load Max плагина, который увеличивает уровень громкости. Напоминаю, что тесты в не сжатом формате можно скачать по ссылке в описании с Google диска. И первое, что мы проверим с этим микрофоном, это уровень его шума. На всякий случай я выключу освещение, которое тоже издает звуки вентилятора. И сейчас самое время протестировать, насколько этот микрофон подходит для ASMR. Это был оригинальный кубик Рубика. А это был китайский кубик Рубика. Не всегда оригинальный значит хороший. Давайте попробуем поймать наводки. Я буду перемещать микрофон в пространстве, и мы послушаем, ловит ли он какие-либо наводки. Для лучшего понимания происходящего я могу мониторить свой голос в реальном времени и слышать, как я звучу в реальном времени без какой-либо задержки. Итак, это именно то, что вы подумали, и мы сейчас будем проверять, а нужен ли этому микрофону поп-фильтр. Как вы можете слышать, поп-фильтр улучшает звукозапись, но не то чтобы он критически необходим. Этот микрофон и без поп-фильтра отлично справляется со своей задачей. Теперь давайте проверим, как громко этот микрофон записывает клавиатуру, которую я буду нажимать на фоне за ним. И перед ним. Обратите внимание, что звук за микрофоном записывается намного тише, потому что у микрофона кардиоидная направленность. Это можно легко проверить, если я начну разворачивать микрофон и, например, поставлю его боком, то мой голос начнет звучать иначе. Записываться он будет намного тише, особенно если я поставлю микрофон к себе спиной. Это говорит о том, что кардиоидная направленность у микрофона работает, и основная его чувствительность расположена спереди. И именно в эту сторону необходимо производить звукозапись. Ни в коем случае не сверху. Если я буду писать в микрофон звук
звук ровно сверху, то, собственно, звучать мой голос тоже будет не очень хорошо. Встроенного поглотителя удара у микрофонов нет. То есть, если я начну по нему стучать, то это довольно громко будет отображаться в нашей звукозаписи. Поэтому по возможности я рекомендую вешать микрофон на пантограф, типа вот такой штуки, но конкретно вот эту модель я вам точно не советую. На моем канале есть обзор на очень недорогой китайский пантограф, ссылку я вставлю вот здесь. И в конце я зачитаю сагу про медведя и сравню ее с другим известным USB микрофоном. Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным. Однако добрее его не было никого во всем лесу. Но звери замечали только его внешность, на что медведь жутко обижался, ловил их и жестоко избивал ногами. Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным, однако добрее его не было никого во всем лесу. Но звери замечали только его внешность, на что медведь жутко обижался, ловил их и жестоко избивал ногами. В конце я специально немного помолчал, чтобы вы обратили внимание на то, как сильно шумит Blue Yeti. Как это ни парадоксально, но уровень собственного шума у Blue Yeti X выше, чем у Fifine. Да, конечно, Blue Yeti может убрать эти шумы при помощи своего фирменного ПО, но если не учитывать возможности постобработки, то Fifine шумит намного тише, и это, конечно же, хорошо. За все время теста Fifine ни разу меня не подвел. В звуке не было ни скрипов, ни шумов, ни артефактов. И все это видео я озвучил исключительно на Fifine K678. И если вам нравится его звук, то точно так же он будет звучать и у вас, потому что это USB микрофон, в котором уже есть встроенная звуковая карта, которая пишет звук в обход звуковой карты вашего компьютера и позволяет добиться хорошего качества звука на любом устройстве, даже на телефоне. Среди других прочих моделей Fifine это, пожалуй, лучшая модель в соотношении цены, качества и звука. И да, это может многих удивить, но Fifine в зависимости от модели и цены звучат по-разному. Например, тот же K669 или K670 звучат круто, но до уровня K678 не дотягивают. И уже хотя бы этот факт вполне оправдывает его более высокую цену, которая при этом в 4 раза ниже, чем у Blue Yeti X. Да, я не спорю, Blue Yeti звучит хорошо, но не на свою цену. А вот Fifine K678 это та модель, которую мне не стыдно рекомендовать всем и каждому. Ссылку на покупку этого микрофона по лучшей цене я оставил в описании под видео. Там же вы найдете и другую полезную информацию по теме USB микрофонов. Если у вас остались какие-либо вопросы касательно этого микрофона, задавайте их в комментариях. И я напоминаю, что уже совсем скоро на моем канале выйдет глобальный тест с сравнением всех моих USB микрофонов, которых у меня очень много, и это будет очень наглядно и масштабно, поэтому подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получить уведомления вовремя и не пропустить выход этого видео. А с вами был Джон Панч. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся.